Всем здорово, всем хай, это я, Соник. И сегодня у нас какой-то новый формат, где я буду говорить на фоне, буду вместе с вами смотреть этот спидпейнт картинки. А если вам понравится, то буду так в будущем тоже что-то там говорить на фоне. Может, вам от этого легче, я не знаю, почему вы захотели такой формат. Эта картинка меня заняла плюс-минус где-то часов 14 или 13, уж точно не могу сказать. По записи получилось 14 часов. И рисовала я ее в несколько заходов. Это первая вот картинка, которую я рисовала в несколько дней, потому что обычно я все рисую взахлеб, там за 2 присеста, грубо говоря. А сегодня, точнее, эта картинка заняла не несколько дней, что для меня удивительно на самом деле. Поэтому мне интересно, что вы думаете насчет этой картинки. Да, расскажу чуть-чуть про то, что кто тут нарисован, почему и зачем. Наверное, это самое адекватное, о чем можно поговорить. В будущем, там, не знаю, можете предлагать темы, которые можно обсудить. Вообще, у меня была идея взять интервью у Стасика, может, потом я к ней вернусь. На данной картинке у меня мой персонаж, которого вы уже видели на прошлом спидпейнте и на прошлых артах, вы ее тоже замечали. Это все тот же персонаж, это один и тот же, это не 2 разных персонажа. Она в человеческой форме, и она в своей каноничной форме в своем мире, собственно говоря. Тут я пока быстро намечаю, кстати, намечаю я тут перспективу, которая получилась с одной точкой, и получилась она довольно топорно, если вы уже видите тут. Я лично уже вижу, что она довольно топорненькая, потому что я тут не везде следую этим линиям, которые тут в точку. Немножко намечаю освещение. А пока что пришел мой корреспондент, с которым я буду вести свой диалог. Стасик, приветствуйте со всеми. Стасик, рад вас видеть. Я буду переводить, если что, чтобы вы понимали, о чем он говорит. Итак, Стасик, расскажи, как прошел твой день и как он проходил вчера. Стасик сказал, что он спал. Следующий вопрос, Стасик. Как ты думаешь? Это вот мой самый любимый вопрос, который мне, кстати, интересно абсолютно всем задавать. Я даже задам его вам. Мне интересно, что вы думаете. Будет время, расскажите. Что вы считаете? Вечная жизнь, бесконечная жизнь — это проклятие или это, наоборот, дар? Стасик, что ты думаешь насчет этого? Стасик сказал, что он уже живет целый век, ты сказал? Целые тысячелетия ты живешь? Ничего себе, Стасик. Ну, это, конечно, интересный факт о твоей жизни. Честно говоря, я, наверное, даже с ним соглашусь, потому что я лично такой же позиции придерживаюсь. Вообще рассуждения на этот счет — это самое интересное, что можно читать, потому что все этот теоретический вопрос, русский язык очень сложный. Теоретические вопросы все вкладывают очень много, как сказать вам, даже очень много вкладывают логики, что на самом деле интересно, и эта логика у всех по-разному проявляется в разных аспектах. И это самое интересное, какие аспекты затрагивают и какие самые логичные последствия будут от этого. Это очень на самом деле интересно. Но я больше смотрю с моральной точки зрения, как это все будет работать и как, в принципе, человек будет существовать, если у него будет жить разом несколько там столетий, веков и так далее. Вообще интересный вопрос. Но я лично выберу долголетие, скорее всего. Я не считаю это проклятием и не считаю даром. Это что-то среднее. И свои плюсы, свои минусы. Впрочем, у меня самый дефолтный ответ на это. Кстати, я думаю, самые внимательно заметили, что я забыла про второе крылышко у персонажа в отражении. Да, что-то я позабыла уже, тут покрас пошел, а я забыла его нарисовать. И, насколько я помню, в финальном рендере я тоже не делала это крылышко. Сделаем вид, что так задумано, честно. Я не помню. Кстати, я еще и забыла эти раскрасить желтенькие штуки. Ладно, все.
Сделаем вид, что этого не было, и так задумано. Это задумка автора. Это не мои косяки, которые я делала. Да, пошла тут намечать освещение. Кстати, с освещением в этой картинке у меня были проблемы, потому что я до самого конца не понимала, каким мне его сделать, и как мне будет лучше, чтобы смотрелось. Поэтому я своим самым дефолтным образом решила делать фон и его красить самым дефолтным образом. Сейчас объясню, что это значит. Когда-то давно у меня заказывали картинки для новеллы, то есть мне заказывали фоны, я их отрисовывала, и там была главная задача, что нужно было отрисовать один и тот же фон в разном освещении, то есть освещение утра, освещение дня, освещение вечера и освещение ночи. И чтобы не перерисовывать одну и ту же картинку по 100 тысяч раз, я просто все детали и все объекты, которые находились на картинке, самым банальным освещением, грубо говоря, освещением от зрителя, все отрендерила, и потом уже под самый конец добавляла под мультиплай, под разные, профили, добавляла освещение. И это мне очень сильно помогло в работе. И, собственно, тут я таким же методом делаю зачем-то таким же методом я тут освещение потом сделаю, потому что не знаю почему, я обычно вообще до самого последнего опускаю этот метод. Он очень подходит для тех, кто там делает подвижные картинки, либо у кого меняется освещение в картинке. Очень удобный метод, возьмите себе на заметку, если будет так делать. Но тут я прибегнула к этому способу, наверное, только из-за одной причины, потому что не понимала до конца, что я вообще хочу от картинки и как я хочу ее видеть. Поэтому да, получилось, собственно, так. Тут намечаю уже эти шторы прозрачные, как они там называются, уже не помню, занавески. И да, и еще последнюю уж проблему скажу у этой картинки, точнее не проблему, а скорее челлендж, который я поставила. Я в каждой картинке такой, своей полноценной картинке, типа полноценный арт с фоном, я ставлю себе хоть какой-то челлендж новый, что-то новое сделать и что-то новое изучить. И на данном арте я хотела сделать максимально стеклянный пол. То есть хотелось очень много сделать отражений, очень много мне хотелось от этого пола, я не могла его отпустить до последнего, поэтому да, не скажу, что-то я тут даже зависла, я даже не знаю, получилось это или нет, тоже вам это решать, но я лично для себя подчеркнула многие моменты, которые в будущем могу сделать с полом, чтобы показать, что он прям мокрый, что он прям скользкий, он прям, вы поняли, он прям стеклянный. Поэтому да, очень долго я пыталась с ним бороться, не скажу, что у меня получилось, но многое подчеркнуло, что в будущем можно будет сделать, особенно с черным полом, либо с белым полом, что можно больше подчеркнуть, что меньше, поскольку тут у меня квадратики вот эти вот на полу. Это не особо получилось сделать, но многое подчеркнуло. Итак, вернемся к прошлому вопросу. Является ли жизнь бесконечная проклятием, либо это дар Божий? Опять же, я считаю, что это не проклятие, и не считаю, что это дар. Я лично бы хотела, наверное, жить всю свою жизнь бесконечное количество световых лет, чисто из-за того, что мне действительно интересно, что будет в будущем и как будет развиваться. И у меня мышление, точнее не мышление, а основной тезис, то, что, который плюс-минус отвечает на все вопросы, а что будет с мозгом, он же просто сгниет, либо так далее. Он просто умрет от такого избытка информации, переизбытка скорее. И у меня большой тезис на этот, обычный такой дефолтный, я бы тоже сказала. Извините, кстати, извините, если я очень часто трогаю микрофон, я не знаю, как там будет на записи, я стараюсь его не трогать, но просто у меня тут провода, и я постоянно задеваю эти провода. Тезис такой, что вся наша жизнь, она сама по себе цикличная. То есть если мы, допустим, в будущем у нас будет слишком много информации, мне кажется, она просто создаст такое полотно, грубо говоря, пустоту. И из этой пустоты будет расти новая информация. То есть как жизнь и смерть работает, появляется жизнь, проживается жизнь и потом смерть.
после смерти рождается новая жизнь и так далее. То есть все циклично, и мне кажется, в этом плане тоже будет все циклично. Ну, честно говоря, это чисто моя теория и чисто мое мнение на этот счет. Я не знаю, насколько это правда, насколько это вообще работает именно в этой... Ох, огурчики подъехали. Не знаю, как это работает на самом деле, и уж простите, психологи будущие, но мне лично кажется, что будет как-то так, что человек, грубо говоря, переродится в новую свою версию, он будет уже другим человеком там через 100 лет или через 500 лет он станет уже другим, у него появится новое там, и постоянно будет меняться и адаптироваться под новую нашу вселенную, под новый мир, в котором будет жить. Добавляю тут немножечко, кстати, освещение, хотела сделать более плотную атмосферу в рисунке, потому что в этой вселенной, в которой сейчас находится этот персонаж, очень присущи туман и плохая погода присуща. И хотелось добавить такой небольшой туманности и, как сказать, хотелось показать, что эта комната прям пыльная, что она старая. Эта комната, если что, палата пациентки, вот этой с зелеными волосами. Это ее, так скажем, место обитания. И хотелось очень сильно показать, что она постоянно тут находится. И еще, понимаете, там цветы вырабатывают. Вот цветочки, которые у нее там в стаканчиках, в баночках от лекарств. Хотелось показать, что они же тоже влагу вырабатывают, и поэтому у нее в комнате довольно влажно и слишком сильная вот эта вот слишком плотная атмосфера, это хотелось показать. Добавляю тут еще, кстати, добавила под конец немножечко разбитого стекла. Показалось слишком пустое выглядит отражение, поэтому добавила немножечко разбитости в стекло. И, кстати, заранее скажу, уверенно буду спрашивать, потому что у меня каждый рисунок чуть ли не спрашивает один и тот же вопрос, на который я отвечаю просто уже, наверное, не знаю сколько лет. Я никогда не использую референсы вообще ни в чем, ни в каком-то освещении, ни в каком-то там в каких-то материалах. Мне лично не помогают референсы. Я не говорю, что это плохо. Вот давайте спросим профессиональное мнение у Стасика, как он считает, референсы это плохо или хорошо? Стасик. Стасик сказал, что он хочет есть. Да, еще добавляю небольшие детали в рисунок, и я хотела сделать максимально так, чтобы казалось, что это ребенок прям. Это комната ребенка. Добавила немножко на стены рисунки ее. Чуть-чуть там уже окно пошло. Сама по себе вот этот персонаж, она очень игривая, очень творческая сама по себе. Поэтому как-то хотелось мне это выразить и показать. Не знаю, хорошо это получилось или нет, вам решать тоже. Добавляю капельницу. Так что да, не считаю я референсы чем-то плохим вообще сама по себе, но лично сама не использую, потому что сама хочу додумываться, как все работает. Еще больше добавляю лучей. Самой хочется познать, понимаете, физику и материалы, как они будут работать, потому что так интереснее всего запоминать информацию, ты сам ее запоминаешь, и ты ее реально запоминаешь. Ты ее не напоминаешь каждый день, как там надо делать, и ты не смотришь примеры, как надо. Ты сам пытаешься, грубо говоря, создать законы и понять, как они работают. Конечно, основываясь на реальном мире. Кстати, да, я тут немножечко подкорректировала, вот эти вот осколочки, добавляю фон. Ну и примерно дорабатываю уже последние детальки. Тут уже мало осталось. Грубо говоря, дальше я буду мучить цвет и добавлять прям последние детали, которые там я забыла на этапе скетча. И скажу, как обычно, свою оценку. На своих стримах я часто уже начинаю говорить, что думаю о своих работах. И скажу честно, этой работе я бы, наверное, поставила где-то 3 из 10. Не скажу, что она хорошая, не скажу, что она прям отвратительная. Да, я довольно критичная к себе, но
мне лично это помогает развиваться, и чтобы себя там не хвалить лишний раз. Честно, могла сделать лучше. Могла сделать лучше. Я уже вижу вот на спидпенте свои ошибки, и как я могла лучше сделать. Что, в принципе, это для меня хорошо. Честно, да, чуть-чуть я облажалась с фоном. Мне лично кажется, он получился довольно пустоват. В будущем можно будет это как-то исправить. Добавляю, кстати, немножечко записочек. Это к лору персонажу относится. В будущем можно такие задумки как-то и по-другому делать. Вот если бы я, например, выбрала бы для зрителя, вот для нас, как мы смотрим на персонажа, другой бы ракурс, например, он смотрит сверху вниз, или наоборот, он смотрит из этих листочков, которые на полу, было бы поинтереснее, как-то более градостно, я бы сказала, такая задумка, но выбрала самое дефолтное, что довольно грустно, ракурс. Ладно, в будущем это, конечно, я буду исправлять. Можете писать, что вы думаете. Ну, я критически против того, что вы писали исключительно только комплименты. Честно, мне комплименты не особо помогают, чтобы понять, что я и как мне лучше сделать. Кстати, самые интересные, точнее, не самые интересные, а самые внимательные заметили, что я опять перепутала левую ногу с правой. У меня какая-то проблема, либо у меня какая-то травма в жизни случилось, что я постоянно вот в такой позе плюс-минус путаю правую ногу и левую. Не знаю, может, у вас точно так же, но это уже моя не первая ошибка на прошлых артах. Плюс-минус в такой позе у меня тоже были проблемы, и я тоже путала ноги, и я их не раз путала. Еще там есть арты, вот я тут даже сама заметила, что я перепутала ноги уже на самом последнем издыхании, меняю ногу на, получается, на левую. Так что да, довольно, слава богу, я заметила, я уверена, мне бы потом кто-нибудь сказал, что ой, у тебя тут нога перепутана. Да, сделаю тут то же самое финальные, там карандашики добавляю, которыми я нарисовала на стенах, небольшие детальки, чтобы понять логику самого арта, чтобы была хоть какая-то сюжетная линия. И все, и тут в конце я просто мучаю бедный цветокор. В общем, это, наверное, конец будет ролика. Всем спасибо, кто прослушал. Не знаю, насколько это было интересно. В будущем пишите, мне озвучивают там свои спидпенты и так далее. Кстати, да, правый угол мне казался слишком пустым, что-то хотела его сделать, помучить, но в итоге оставила его в покое. Пишите, понравилось вам или нет, делать так или нет. Может, какие-то темы предлагаете для обсуждения, потому что я, честно, вообще не знаю, о чем говорить и что обычно говорят на таких спидпейнтах. Я могу, конечно, прям очень жестко и по-научному пытаться там объяснить, как все работает и как там развивать свои навыки, но это уже, не знаю, кому интересно, это уже есть более компетентные, так скажем, художники, которые будут вам помогать. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока!